Как-то в архиве я искала информацию об Олексе Ренкевиче, товарище повстанца Гаврилы Гордиенко, родом с Августиновки. А нашла другого Олекса Ренкевича, и тоже родом с Августиновки. И сначала я была разочарована, что это не тот Олекса, но когда начала листать его справу, то натолкнулась там на такую необычную деталь, что на пару дней выпала в осадок. Такого я и до, и после в архивных справах не встречала, хотя немало там чего перевидела. И с тех пор я об этом Олексе Ренкевиче не забывала, поэтому о нем и его брате я запилю это видео. Хотя Ренкевичи и не повстанцы, но это были те дядьки, на которых земля украинская держится до сих пор. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Родом Ренкевичи из этого самого знаменитого села, о котором мы неоднократно упоминали, Августиновки Хортицкого района. Там работал учитель Александр Потапович Колодченко из Соленого. Там была церковь, куда ездили на храмовые свята повстанческая семья Бондаренко из Вовнигов и так далее. Но в какой-то момент Михаил Ренкевич вместе с некоторыми односельчанами покинули свое шикарное село с видами на реку Днепр и переселились в район Николаевки-Рудово или Рудово-Николаевка Михайловской волости Павлоградского уезда и основали там хутор Ново-Августиновку в 5 верстах от Рудово-Николаевки. И проживало на этом хуторе в 1913 году около 300 человек. Михайло Ренкевич был человеком работящим и в Новоавгустиновке обрабатывал аж 80 десятин собственной земли и столько же арендованной. В хозяйстве было 20 лошадей, 20 коров. Естественно, использовался наемный труд при таких объемах работ. В общем, стоял Михайло Ренкевич на ногах крепко. Помощников в семье у него было достаточно, но удалось только установить 2 сыновей и 3 дочерей. Старший его сын Олекса родился еще в Августиновке в 1877 году, то есть в Новоавгустиновку семья переехала уже, видимо, в конце 19-го, начале 20 века. Я в конце видео дам информацию о потомках, чтобы, может, кто-то вдруг из них узнает своих предков, объявились и рассказали нам что-нибудь дополнительно, потому что сразу скажу, никого из потомков мне найти не удалось. А семья у Олексы была такая. Жена Палашка Гнатьевна, 1878 года рождения, дети Михайло 5 года, Григорий 10, Микола 13, Василь 15, Тетяна 14, Наталка 18. Младший на 2 года брат Олексы Григорий Михайлович имел жену Феодосию Михайловну и детей Оксана 11 года, Мария 12, Виктор 14, Григорий 16, Зоя 20 и Евдоха 22. О Григории Ренкевиче известно больше, и позже мы поймем почему. Григория мобилизовали в царскую армию в 1901 и служил он в городе Кубань, потом заболел, а когда вылечился, то его направили в Симферопольский полк в Екатеринослав. А в 1903 переправили аж в Порт-Артур, где он принимал участие в авантюрной русско-японской войне до 1906 года. Участвовал Григорий Михайлович и в Первой мировой, рядовым инженерного отделения, откуда вернулся домой в 1917. И до Октябрьского переворота у него было 40 десятин собственной земли и 120 арендованной, в том числе у Кильмана, местного знаменитого землевладельца. То есть всего Григорий Михайлович обрабатывал 150 десятин. В хозяйстве имел 13 или 15 лошадей, 12 коров, молотарку. И когда в начале 1918-го Новоавгустиновку захватили красные, то они сначала пытались типа купить у Григория Ренкевича зерно практически за бесценок, по 10 рублей за четверть. А когда тот отказался, то его просто ограбили, реквизировали 1000 тонн зерна, что составляло 9 вагонов. Тогда Григорий Ренкевич пошел воевать к белым, и когда в апреле 18-го в Новоавгустиновку пришли немцы, то Григорий вместе с ними пошел к тем, кто его грабил, и стал требовать, чтобы они заплатили ему за зерно, которое когда-то конфисковали, и требовал за него справедливую цену – 60 рублей за четверть.
а тех, кто отказывался платить, лупили нагайками. Также Григорий вернул себе землю немца Кильмана, которую тоже реквизировали прыткие односельчане. Теперь о сестрах Ренкевичей. Одна из них, это только мои догадки, Олена, жила по соседству в замужестве Деркач. Другая, Адарка Михайловна, была замужем за Павлом Гордеевичем Волошиным, который родился в 1891 году в Павлограде. Павлоград – город нам не чужой, у нас о нем много материалов, поэтому расскажем вкратце и о Волошине. Отец Павла работал на кожевенном кустарном заводе Рыбникова. Мы об этом заводе упоминали в видео о Павлоградском восстании, когда 13 февраля 1943-го 3 группы подпольщиков под командованием Нестеренко и Чумака из числа работающих в полиции сосредоточились в здании кожевенного завода на углу улиц Песчаная и Шевченко в центре города. Там они должны были начать восстание. Так вот, именно на этом заводе работал отец Павла. А сам он после школы готовился поступать в землемерное училище. Но начались смутные времена. В 14-м его призвали в армию и направили в Очаков, где формировался 418-й полк, а потом на фронт в составе команды связистов. Через время Павла командировали в Житомирскую школу прапорщиков, и он ее окончил как раз в декабре 17-го, когда вокруг все начало рушиться. Тогда Волошин вернулся домой и в конце 18-го устроился учителем в селе Яковлевка Добровольской волости. Где там-то Яковлевка, уже никто не помнит. Но наступали кадеты, и он почапал пешком в Павлоград. Но на станции Варваровка удалось все-таки сесть на паровоз. В Павлограде Волошина как прапорщика тут же мобилизовали белые и определили стрелком первый стрелковый полк имени генерала Шкуро. Этот первый стрелковый полк также назывался Волчьим ударным имени генерала Шкуро батальоном и входил в группу войск Сочинского направления. Но повоевать в Волчьем батальоне Волошину не пришлось. Когда их подразделение привезли в Купянск и разместили в бараках, то там он узнал, что учителя, которые не занимают командных должностей, подлежат демобилизации. Павла Волошина отпустили, он вернулся в Павлоград и поступил учителем в школу в Елизаветовке Синельниковского района. Потом это село называлось Татарка, сейчас Кислянка. И когда пришла советская власть, Волошина мобилизовали в Красную армию и назначили на непыльную должность руководить военной переписью по Павлоградскому уезду. Но недолго длилась его военная карьера у красных. Павел Волошин вернулся в Елизаветовскую школу и где-то там познакомился с Адаркой Ренкевич, девушкой из заможной семьи, и в 1921 молодые люди поженились. Но 1921 это было не самое счастливое время для молодой семьи. Свирепствовал голод, поэтому Волошины в этой Елизаветовке жили бедно, жалования учителям не выдавали, и пришлось Павлу ездить за хлебом аж в Полтаву, и кое-как они те трудные годы пережили. И вот ключевой поворот в нашей истории. В 1925-м Павла перевели в Новоавгустиновскую школу, где, собственно, проживала все еще зажиточная родня его жены Адарки. Отец, братья и сестры, которые, естественно, были недовольны советской властью. И Павлу Волошину приходилось как-то лавировать, потому что он как раз начал, как тогда выражались, принимать участие во всех мероприятиях советской власти. Ренкевичи думали, как многие тогда, что советская власть долго не продержится. И когда у них с Волошиным случались споры, то Ренкевичу зяті говорили: «Не тумань, ти все одно нас не перевчиш». До 1925-го Волошин стоял на особом учете как офицер Белой армии. Его лишали всяких прав, но он упорно писал жалобы в РВК, и права ему вернули. И в том же 1925-м в Новоавгустиновке организовали коммуну «Червоный прапор». А вот у Ренкевичей в 1926 и 1929 хозяйство реквизировали, по сути их грабили, и они становились все беднее, но все еще крепко стояли на ногах. И третья сестра Ренкевичей, имя ее мы не знаем, к сожалению, но она
была замужем за кем-то из землевладельцев Кильманов. Вот такой вираж. Именно поэтому и арендовали Ренкевичу землю у Кильмана и выгоняли оттуда захватчиков. К сожалению, о Кильманах известно немного. Основатель семьи такой себе Филипп Филиппович Кильман, 1841 года рождения, и, видимо, на ком-то из его сыновей была замужем сестра Ренкевичей. А сыновья – это Фридрих или Федор, Йоганн или Иван, Эдуард Христиан и четвертый Густав. Именно они подходят по возрасту сестре Ренкевичей. Хотя я прошерстила метрики новоавгустиновские, обычно крестят детей самые обеспеченные родственники, но в восприемниках никаких Кильманов я не нашла. Не только по Павлоградском уезде имели Кильманы земли. Христиан Филиппович владел землями в Бахмутском уезде. Миролюбівка до 1917-го так и называлась Кильманская. Письменне когда-то было Кильманстали. И в Павлоградском уездном собрании заседали как купец Иван Игнатьевич Рыбников, наверное, тот самый из Кожевенного завода, так и купеческий сын Иван Филиппович Кильман. Но в 1913-м случилась у Кильманов такая вот трагедия. Страсбург – это немецкая колония в 25 верстах от Одессы. В собственном имении Страсбург Екатеринославской губернии найден повесившимся крупный землевладелец Павлоградского уезда миллионер Кильман, 72 лет. Покойный в очень широких размерах занимался дисконтерством, и редкий помещик Екатеринославской губернии не был должен ему. Состояние, оставшееся после Кильмана, оценивается в 5 миллионов. Наследниками этого состояния являются сыновья покойного Густав и Фридрих Кильманы. Ввиду феноменальной скупости Кильмана и его крайне деспотического характера, очень тяжело отзывавшихся на многих лицах, зависимых от него, подозревают, что Кильман сначала был кем-то задушен, а затем для сокрытия преступления повешен. Густав и Фридрих Кильманы – наследники. И 22 ноября 2014 года окружным судом Екатеринослава сына миллионера Кильмана Густава Кильмана, 54 лет, приговорили к 15 годам каторги по обвинению в убийстве отца с целью получения наследства. Дочь убитого Эмма оправдана. Но через время Уголовный кассационный департамент Сената отменил приговор по делу Густава Филипповича Кильмана, осужденного за убийство отца. И последний нам привет от Кильманов. Это когда первый департамент Сената рассматривал 13 февраля 2017 года жалобу наследника Эдуарда Христиана Филиппова Кильмана на неправильное внесение его в ликвидационный список. Но понятно, что все это уже не имело никакого значения, потому что наступала красная чума. Одних Кильманов расстреляли, а другие эмигрировали. А мы возвращаемся к Ренкевичам и приближаемся к 1930 году. Григорию Михайловичу Ренкевичу 52 года. Хозяйство его тает на глазах. Коммунисты душат налогами. И внезапно, 4 октября, в его дворе нарисовался такой себе советский активист, 33-летний Иван Мефодьевич Трацевич, уроженец села Сыново Ковельского уезда Волынской области, а с ним другой советский местный активист Алексей Алифир. Как оказался Трацевич в наших краях, непонятно. После службы в Красной армии он попал в Новоавгустиновку и женился там на вдове Харитине Иудовне Калиневич в замужестве Карагод с 3 детьми на руках, которым в 30-м было 10, 12 и 14 лет. Харитина тоже была родом с Августиновки, той, что на Днепре. Муж ее, Митрофан Федорович, непонятно куда делся. Она соединила судьбу с Трацевичем и родила ему в 1925 году еще и сына Григория. И вот, как мы сказали, уполномоченный Трацевич нарисовался во дворе Григория Ренкевича с конкретным заданием – реквизировать распроданных курей Григория Михайловича в кооперацию. Но чтобы забрать курей, их надо сначала словить и связать. И Трацевич потребовал у Григория, чтобы тот сам ловил своих курей и перевязывал. Естественно, Григорий Ренкевич отказался это делать. И Трацевич тогда пригрозил ему, что в этом случае он, как уполномоченный, его арестовывает за невыполнение его приказаний, везет в сельсовет и там решат, что с ним делать дальше.
На что Григорий объяснил свою позицию. Ты же, Трацевич, не впервые отбираешь курей у людей, поднаторел в этом. Так лови и вяжи их, я тебе помогать не буду. И отказался ехать в Сельраду. Тогда Трацевич схватил Григория за руку и потащил к бричке. И тот, сопротивляясь, дал Трацевичу кулаком по сапатке, отчего у уполномоченного пошла носом кровь. Тут из дома выскочили сыновья Григория, Виктор и Григорий, а жваву участь у побоях приняла соседка Ренкевичей Олена Деркач, по моим предположениям, сестра их. Григория моментально арестовали. НКВДисты страшно обрадовались, они как раз сшивали контрреволюционную организацию в этих местах. Под следствие попал и зять Волошин. А через 5 дней после случившегося, 9 октября, газета «За соціалістичну перебудову» печатает такую вот статейку под названием «Выкрыто куркульское кубло». И вот как все это преподала населению советская пропаганда. Поясним, что куркули-экспертники, а их называли в народе экспортники, это трудолюбивые были украинские селяне, которые в период НЭПа своим трудом на протяжении 23-27 годов нажили какое-то там, не богатство, а, скажем так, имущество. Но в 28-м их обложили такими непосильными налогами, планами, что выполнить их, как бы тяжело они ни работали, не было никакой возможности. Экспертами в определении размера налога выступали обычно представители сельских властей. За неуплату налогов, кулаков, экспертников штрафовали и раскулачивали. Итак, читаем статтю. Новоавгустинівка налічує 54 господарства. З них 13 господарств є експортні. Починаємо з фактів. Ренкевич Михайло до революції мав понад 80 десятин власної землі та половину ще орендував, 20 коней та стільки ж корів, постійно вживав найману працю. В часи жовтневої революції у нього біднота Луб'янки забрала 1000 пудів пшениці. Сини його служили у Білій армії. Ренкевич видавав селян німцям нібито за те, що його грабували. Це одна квітка. Корогод Хведір Т. Куркуль був у білих, видав німцям червоного партизана Єременка Архипа, якого вони в маєтку поміщика Кільмана зарубали. Це друга квітка. З нього не відстають і родичі Корогод Олекса і Корогод Микита, які весь час намагаються підірвати міроприємства радвлади. Від цієї огидливої стаї не відстає і вчитель Волошин П.Т., зять Ренкевича. Бувший білий офіцер Шкуровець був позбавлений виборчих прав. Біднота тут зовсім не почуває себе вільно. Її залякали глитаї. На загальних зборах, коли справа приходить до предложінь, так куркульські горлохвати заорали. Вашої резолюції не потрібно. Хай її напише Волошин. Чи можливо надалі терпіти глитайське кубло, що знущається з бідноти? Ні. І ще раз ні. Рудо-Миколаївський КНС, Комітет незаможних селян, разом з наймитством та активом села повинні виступити і рішуче очистити від білобандитської зграї село Августівку і ще більше напружити сили на виконання кампанії по хлібозаготівлі. Підпис Тополя. Міроприємства, предложінь, Августівка, так вони ще й знущалися з української мови. І на звороті цієї газетки стаття «Ударною роботою на хлібозаготівлі нанесемо разючих ударів Куркулеві та її агентурі, правому ухилу». Это тот же самый лозунг «Сделаем их вместе». Как видим, он сработал еще в 20-х годах прошлого столетия, когда украинцы сделали сами их себя вместе с куркулями. А в 2019-м сделали сами себя уже их внуки. И в перечне сельсоветов видим название Кильманстальский. Такое еще существовало в 1930-м, когда Кильманов уже и след простыл. В общем, через 2 недели, 16 октября, арестовали и Олексу Ренкевича. 26 февраля 1931 постановили расстрелять 21 человека из тех мест, включая Олексу и Григория Ренкевичей, за создание контрреволюционной организации. И 11 марта приговор привели в исполнение. Павла Волошина в этом списке нет, ему как-то, видимо, удалось избежать репрессий. А теперь я объясню, почему Олекса Ренкевич стал причиной создания этого видео и почему мы мало о нем знаем.
Я первый раз видела такое, сколько не брожу по архивам. Обычно все задержанные дают показания под пытками, а бывает и без пыток тоже. И мы научились относиться к этому спокойно. Вся вина возлагается на тех, кто эти пытки применяет. Неважно, в какое время, или в 1918, или сейчас в ментовках, или в рашистском плену. А вот Олекса Ренгевич, после него в деле осталась одна анкета и 2 его коротких отказа от дачи показаний. Одно записал НКВДист Лямошко. По существу предъявленного мне обвинения ничего не хочу сказать. Я своих друзей не предам в руки правосудия, так как им до гроба верен. Второе написано рукой самого Олекса Ренгевича, которому, напомним, в тот момент было 54 года. Прошу меня не допрашивать. Я не хочу давать вам показания о своей организации, так как я ваш враг. И подпись. Арестованный Ренгевич Алексей. Этим словом своей организации Олекса как бы неосторожно подтверждает, что организация была неудачной. Он выбрал, конечно, формулировку, но тут есть 2 аспекта. Первый. Я тоже раньше думала, что эти КРО сплошь выдумки НКВДистов. Тем не менее, не все так просто. Эти контрреволюционные организации появились не на пустом месте. Народ украинский был крайне недоволен советской властью. И в 30-х годах люди собирались и вели между собой какие-то беседы, обменивались мнениями о преступлениях советской власти. Понятно, что это не были прямо такие организации, как Ленин когда-то сколотил беспрепятственно всех недовольных царским режимом в свою большевистскую партию. Но коммунисты по своему опыту знали, что возмущенные, так сказать, мероприятиями советской власти это не просто разговорчики, а контрреволюционная работа. А когда дойдет до контрреволюционной организации, то будет поздно. Второй аспект. У всех недовольных советской властью внутри было ощущение, что такой ужас не может длиться долго. Правда, знакомое чувство? Крепитесь. Заграница нам поможет. Полная тайна организации. Внимание! Ведь мы тоже мечтаем, а вот Запад что-то там затевает, к чему-то готовится, и в один прекрасный день он даст нам настоящее наступательное вооружение, и все это быстро закончится. Или пришлют Путину пейджер со взрывчаткой. Но не может же этот ужас продолжаться бесконечно. Так и тогда люди надеялись и на помощь Запада, и о каком-то толчке, от которого коммунистический режим начнет валиться. Наверное, и в Северной Корее об этом когда-то мечтали. Но коммунисты эти настроения сразу учуяли и понимали, что им нельзя давать возможности разрастаться. В отличие от необучаемых демократий, тоталитарные режимы держат руку на пульсе, они постоянно мониторят, где возникают недовольства, и гасят их разными путями, и методов не выбирают. А лучший метод – уничтожение оппонентов под благовидным предлогом. Вот такая история. Вот такой был Олекса Ренгевич, родом из Августиновки, который заслужил отдельный рассказ на нашем канале. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И наша постоянная рубрика «Последующие судьбы». Кильманы канули в вечность, нет уже и самой Новоавгустиновки, она стерта с лица земли. Но сохранилась Рудово-Николаевка, и так хочется верить, что Рудово-Николаевцы доберутся до этого видео, и память о братьях Ренгевичах останется жить в громаде, как пример того, каким были наши предки, какой была бы наша Украина, если бы мы выиграли вызвольні змагання. Волошин Павел Гордеевич, муж Одарки Ренгевич, его судьба неизвестна. А вот жена Олексы Ренгевича Палашка Гнатьевна после расстрела мужа переехала в Запорожскую область, Пологовский район, хутор Шевченко номер 2. И в последующем дети Олексы указывали в документах, что родом они из Пологовского района или из Синельникова, но только не из фактического места рождения Новоавгустиновки. Зато нам хорошо известна судьба Ивана Мефодиевича Троцевича, который когда-то не хотел сам гоняться за курями. А как мы помним, Троцевич лучше бы вел себя потише со своим бэкграундом. Родом же он из Ковельской волости, на тот момент территории Польши. Вот вам готовый польский шпион.
За усердие Трацевича в 1935-м даже поставили председателем колхоза Днепровских выли, и находился он на этом посту до июля 1937-го. Потом вдруг резко понизился до рядового колхозника и работал в колхозе коллективист Рудова Николаевского сельсовета. И вот в июле 1938-го Трацевича арестовали за участие в той же самой контрреволюционной деятельности. По делу проходило теперь уже 73 человека. И Иван Мефодьевич, как польский шпион, на блюдечке с голубой каемочкой предстал перед НКВДистами. В постановлении на арест отмечено: Трацевич резко антисоветски настроен, среди колхозников сказывает повстанческие тенденции. При обыске в его доме присутствовал сам 38-летний председатель Рудова Николаевского сельсовета Иван Лаврентьевич Гибелев, член ВКПБ, партработник, уроженец Орловской области. Зловещая ирония судьбы: ровно через 8 лет после той куриной истории, когда он заставлял Григория Ренгевича вязать своих курей, 2 октября 1938 года. Сын его, Георгий, погиб на войне в 1944-м. В 1958-м Ивана Мефодьевича реабилитировали. В деле его отсутствуют письма родственников, которые обычно требовали компенсации или рассказать о судьбе их близких и всего такого. Вероятно, пошел он в общем порядке, когда пересматривали приговоры всех 73 по этому делу. А братьев Ренгевичей реабилитировали только в 1990-м. При этом потомков их так и не нашли, хотя, может, особо и не искали.